Здравствуйте, приветствую вас на канале Мир модной одежды. Сегодня я расскажу, как сшить брюки, трикотажные брюки из футера двухнитки для такого костюма. В следующем видео я вам покажу, как сшить такую кофту. Сейчас мы будем кроить и шить брюки. Это футер двухниточный. Брюки для костюма. Прежде чем кроить из таких тканей, их обязательно должна быть декотировка. Декотировка либо вы пропариваете утюгом, это влажная тепловая обработка, либо вы пропариваете утюгом с паром. Я в данном случае эту ткань просто вымочила. Выкройка. Выкройку вы можете скачать где-нибудь в интернете. Трикотажная выкройка для брюк. Я построила ее. Ссылку на это описание вы найдете в моем описании под видео. Обязательно долевую нить сохраняем. И раскладываем так, чтобы у нас был очень экономный расход материала. Припуски на шов. Здесь сантиметр, здесь сантиметр, здесь сантиметр, здесь 2 сантиметра мы оставим. Прикалываем и вырезаем. Вот здесь у нас меточки. Метки обязательно оставляем, когда будем сшивать. Начинаем сшивать от этих меток. Теперь разложили заднюю половинку, сохраняем долевую нить, раскладываем так, чтобы у нас осталось как можно больше. Нам эта ткань понадобится для дальнейшего. Точно так же здесь по сантиметру, снизу 2 сантиметра. Прикалываем, выкраиваем. Складываем лицевыми сторонами друг к другу, переднюю половинку и заднюю. При этом совмещаем вот эти метки, совмещаем. Скалываем, пристрачиваем. Точно так же здесь. Если у вас есть оверлок, шьете на оверлоке. Если нет, то трикотажной иглой на обычной машинке, либо мелкий шаг, опять же надо попробовать, какой мелкий шаг, либо мелкий зигзаг. Проще будет на мелком зигзаге. И тогда этот зигзаг позволит растянуться ткани. Нитки лопаться не будут. Сейчас мы прошиваем. И обязательно проутюживаем. И обязательно отгладили. Одну выворачиваем наизнанку. Соединяем
швы. Закалываем подальше, чтобы нож оверлока не сломать. Скололи. И теперь прострачиваем, сшиваем и обязательно проутюживаем. Брюки прошили, прогладили. Теперь надо пришить поясочек по размеру, длина по размеру, ширина. Вот у меня резинка. Хочу ставить вот такую резинку. Она по ширине 3 сантиметра. Значит, двойная ширина, 2 сантиметра припуск на шов, ну еще полсантиметра, чтобы резиночка была свободна. 8,5 сантиметра. Отрезаем полоску. У меня будет 2 полоски, потому что короткая. Сшиваем в кольцо. С трикотажем немножко закручивается. То есть припуск на шов оставляем. И вторую такую же вырезаем, сшиваем в кольцо. Когда зашивала, вот здесь оставила окошечко, чтобы через нее можно было вставить резинку. Это окошечко у нас должно быть со стороны, с внутренней стороны. Для начала мы складываем пополам. С одной стороны в эту сторону припуск на шов. Здесь в эту сторону, чтобы не было лишней толщины. А здесь мы проутюжим, и не будет видно. Не будет ощущаться. Поскольку закатывается трикотаж, здесь вот придется вначале наметать, сметать вот. Или сейчас прострочим. Дополнительно сделаем строчку, чтобы он не закатывался. А потом уже будем приметывать, пришивать сюда. Значит, смотрите, когда мы все прострочили, это что касаемо брюк, мы прострочили, здесь вот оказалось, сейчас надо будет выровнять все. Вот здесь сантиметрик, здесь сантиметрик. Поэтому сантиметр срезаем со спины. И вот такое может случиться. Совмещаем средние швы и находим здесь вот серединки, отмечаем, и вот мы, получается, разделили верх брюк на 4 равные части. Теперь вот эти точки контрольные совмещаем с этими. Вот у нас 4 контрольные точки.
Пояс пришит. Все проглажено. Теперь нам надо вставить резинку. Отрезаем резинку необходимой длины. Ну, это объем талии минус 100, насколько вы хотите заузить. И при помощи обыкновенной булавки. Мне нравится вставлять резинку, а не пришивать ее. Потому что случается так, что ее надо заменить по какой-либо причине. Причины бывают разные. Похудели, потолстели. Резинка со временем растянулась. И если вы ее встрочили, это очень такой трудоемкий процесс. Если мы ее вставили, это займет несколько минут. Теперь нам надо зашить ее в кольцо. Можно сделать на машинке, можно сделать вручную. Зашиваем, и нам остается только подшить низ брюк. Все, резинку вставили. Вот оно у нас полностью в поясочке. Если вам не нравится наличие этого отверстия, его можно просто зашить иголкой с ниткой. Остается нам только подогнуть. Но прежде чем подогнуть, мы должны померить, отмерить необходимую нам длину, подвернуть. И при помощи двойной иголки прострочить. Двойная игла для трикотажа. Здесь будет, она дает, шов двойной иглой дает возможность ткани растягиваться, и нитки при этом не лопаются. И смотрится эстетично. Все, низ брюк подшили. Вот изнутри очень аккуратненько. Снаружи красивая строчка. Эта строчка позволяет растягиваться. Все, брюки у нас готовы. В дополнение к нашим брюкам, которые мы сейчас сшили, есть еще кофта, у которой отделка из того же материала, что и брюки. Очень интересные прорезные карманы, манжеты из этого же материала и капюшон. В итоге получился хороший комплект.